Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. И три главных события. У нас сегодня две колоды карт. Первая колода патронажа, поддержки ангелов и вторая 78 дверей. Обе эти колоды подают значение с позиции позитивной психологии, поэтому давайте будем добрее к самим себе. Себя где-то не подгонять. Если совершили мы какие-то ошибки, ну так и не мучить себя. Мы еще 150 раз ошибаемся, и это наша жизнь. Поэтому наша задача в целом, и планетарно, кстати, если мы говорим с первых дней месяца, планета Плутон у нас будет с первого, буквально с первых чисел, нами где-то ощущаться, может быть, для кого-то и в августе, потому что любой транзит – это не есть какая-то конкретная дата. Началось и закончилось. Нет, мы это можем ощущать заранее, или какие-то дела, события нас словно подводят к какому-то итогу. Так вот, с первых дней сентября планета Плутон заходит еще раз в Козерог, последний раз в знаке зодиака Козерог находится, и где-то до середины октября это ретро-движение нам возвращает какое-то событие или какую-то данность, или дело, в котором мы должны сделать однозначный выбор, может быть, и по документам что-то завершить. И это не только связано с Плутоном, вот такая перемена или завершение, выбор, а еще великая ретроградность, я так это называю, потому что много серьезных планет игроков на небосклоне находятся как раз в ретро-движении, возвращая нам какие-то позиции, какие-то события, каких-то людей или документы, историю какую-то. Мы должны все расставить по местам, иными словами, навести порядок в нашей жизни, чтобы потом по-новому организовать. И это не есть только сентябрь, это на всю осень. И даже если мы говорим, есть у нас планета Уран, которая, как известно, и связана больше с переменами, с какой-то реконструкцией достаточно резкой. И Уран в знаке зодиака Телец. Телец – это символ нашего благополучия, благосостояния. И вот этот транзит, он до конца января 2025 года. Я к чему? То, что мы делаем в сентябре, будет, может быть, продолжено. Что-то вы завершите, а что-то вы будете еще продолжать. С чем-то, возможно, определяться, потому что у нас еще и ретро-Нептун, и ретро-Сатурн, который как раз в вашем знаке зодиака. В целом, для тех, кому интересно, оставлю ссылки в описании под видео, как и на мой сайт. Есть гороскоп планетарный до конца 2024 года. У меня на сайте есть и статьи по психологии, может быть, для кого-то это интересно. И также я оставлю ссылки к плейлистам на разные видео мои. Поэтому переходите, ищите информацию, читайте, смотрите. И для тех, кому вот есть какая-то задача, которую вы в данный момент времени обдумываете, как мне правильнее поступить, или обустроить какое-то дело. Мы ведь не знаем, откуда к нам придут подсказки. И жизнь не бывает полностью предсказуема. И вот этот какой-то иррационально часто выход нам приходится искать, принимать. И тогда у нас получается осуществить то, что мы хотели. Но мы идем дальше. И первая карта в нашем традиционном раскладе. Что придет как новая энергия? Или с чем вы столкнетесь, может быть, как карта совет? И что уйдет? Я подразумеваю, может быть, то дело, которое вы начнете в сентябре, или вы уже к этому приступили, и вы сумеете подвести итог. Иными словами, завершить, расставить все по местам. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Вторая колода. Двери открыты или закрыты? И как открыть эту дверь? Какие энергии нам помогут? Что нужно сделать? Как раз колода карт прорисована так, что мы видим действия. И три карты, как три главных, три важных события или три направления вашей деятельности, активности или сферах жизни. Что же придет, мои дорогие рыбы и рыбки? Вы знаете, благополучие, какая-то помощь, уверенность. И потом это 6 земли.
или это шестерка пентаклей. И поэтому это карта победителя. Победителя именно по части финансовых вопросов каких-то. Может быть, это в банках какие-то важные документы. Может быть, документы, те, которые в конечном итоге все равно сводятся к финансам. Это могут быть имущество, недвижимость, или у кого-то кредит, открытие, закрытие. Ну, тут у каждого своя какая-то история, но явно есть еще и помощь для вас по части финансов. Вообще это уверенное состояние в сентябре по части денег. Что-то у вас получается. Сам ангел, обратите внимание, как будто помогает, оказывает поддержку. И это уверенность в сегодняшнем дне и в дне завтрашнем, что придет. Прекрасно. Правда, это материальная карта. Нам здесь не про какую-то идею или не про вдохновение. Откроем остальные, посмотрим. Но, может быть, больше материализма вам не помешают именно в сентябре. Давайте посмотрим, что уйдет. Вы знаете, у вас даже планетарно, мои дорогие рыбы и рыбки, может быть тот человек, с которым я допускаю, что это не для всех, но кому-то важно услышать. Может быть, есть какая-то история с конкретным персонажем, вы ее завершите вплоть до того, что еще и забанить кого-то можете. Вот есть такой момент, когда, хоть мы и говорили, что это больше те дела, вопросы, которые мы начинаем и как будто подводим к итогу. Но двойка жезлов не совсем итог, разве что какая-то неопределенность для вас прояснится, или вы выберите, сделайте в чем-то важный выбор, может быть и по части партнерских отношений. И все же жезлы, дела, работа, бизнес, может быть и обучение, или оттуда, откуда приходят к вам деньги, может быть каким образом вы будете зарабатывать, может быть как смена, к примеру, руководителя на вашем поприще трудовом, и вам придется как-то себя перестроить, потому что новые возможности, во-первых, с приходом новых людей могут быть. Вот, кстати, этот момент. Ну и какая-то ваша прежняя стратегия, тактика по части партнерских отношений, это точно будет пересмотрено. По этой карте, именно в этой колоде, есть прогресс. Значит, вы, опять же, будете двигаться в сторону прогресса, но вы профильтруете то, что как раз не имеет какого-то будущего. Может быть и отношения, может быть и дела. И вы, скорее всего, от чего-то откажетесь. А будете заниматься только тем, что приносит вам или деньги, или какое-то материальное воплощение. Вы, правда, будете более материалистичны. Что же продолжается? И опять у нас пентакли, тема денег, или откуда они к вам приходят. Это тема обучения для кого-то буквально. Начало обучения, я это допускаю, сентябрь как раз, да. Может быть, не обязательно, это учебное заведение, это могут быть и курсы. Это конкретно, особенно в этой карте, когда мы вообще сдаем экзамен. Это могут быть, когда мы приобретаем новые навыки, мы приобретаем быстро профессию. Мы учимся именно вот этим скиллом, и последующим мы быстро это можем переложить на практику, что опять же нам приносит деньги. Тут может быть не одно даже направление какое-то по части заработков или в ваши интересы, а может быть как доход из нескольких источников. Чему-то вы учитесь и в последующем переложите на практику, а что-то вы уже осуществляете в сентябре. Но некая разноплановость, она такая все же остается на последующий период, даже после сентября. И может быть вот этот экзамен. Иногда карта нам говорит, и ангел на заднем плане карты, это жизненный экзамен. Вы проходите, правда, делаете важные выводы, подводите итоги. Но о чем нам говорит карта? Это карта таланта в этой карте. Поэтому занимайтесь тем, что вам нравится. Если есть какой-то вид деятельности, который вы еще пока не освоили, пусть это будет, мои дорогие рыбы и рыбки, какое-то ваше вдохновение, как инсайт. Я всегда о чем-то мечтал. Делайте первые шаги. Изучайте, пробуйте через практику. Пусть сразу что-то не получится. И даже если были какие-то ошибки, да и ладно, идем вперед. Мы именно через практику что-то познаем. Ну или, как говорят, практика – критерий истины. И правда, тут что-то будет продолжено, как раскрытие ваших способностей, вашей миссии, ваших талантов. Именно в том направлении, чем вам нравится заниматься. Или отчасти, хоть и нам не совсем говорят о людях,
Но, может быть, это и через отношения с теми людьми, которые более надежны. Ну, так вот косвенно. Ведь по тройке Земли мы, если сделали выбор, то и уже и занимаемся, но и находимся где-то в окружении среди людей надежных. Поэтому всему такому нужно отдавать предпочтение. Первая карта материальная, как ни крути. Чем не соблазняться? Ну, таким вообще никто не соблазняется. Девятка воздуха, но может быть из разряда накатила. Или, кстати, накатили эмоции отрицательные. По этой карте это карта внутренних страхов, сомнений. Карта бессонницы, кстати, конкретно инсомния. И нам может говорить карта физиологически, у кого-то нарушен сон. И если это просто какая-то, ну, как какое-то событие или недолгая такая, недолгой продолжительности досадная помеха, когда вы действительно не можете отдохнуть полноценно, то тогда нужно продумать, может быть, добавить себе прогулок перед сном, подумать, по крайней мере, сон ведь очень важно. Если мы не отдохнули, то на следующий день мы нерациональны. Мы не можем, наша логика, она молчит. Мы можем действовать только по шаблону. Поэтому сон, так вот вскользь карта говорит, для вас будет важен. Но если уже буквально бессонница, как хронический недуг, обратиться к специалисту. То есть с этим нужно что-то делать. Ну и, безусловно, по этой карте открыть глаза. Не закрывайте на какую-то реальность глаза. Потому что то, что вы увидите, не есть то, что вы представляете. Видимо, для вас это важно. Не быть в каком-то своем шаблоне, а быть реалистом, мои дорогие рыбы и рыбки, от начала до конца. Повторюсь, материальность какая-то, она не только в мире присутствует, но, может быть, это как события вокруг вас. Они оказывают на вас влияние. И поэтому думать, что что-то будет идти вот так, как я задумал. А вот нет, это будет мешать. Здесь нужно быть как раз готовым к тому, что что-то будет меняться. Вот как-то. Это будет помогать. Хорошо, на что соглашаться? Вот смотрите, какие-то одни могут отношения уходить, а на смену им приходит что-то совершенно другое. И, может быть, когда-то был человек, когда вы с ним смотрели в одном направлении, какая-то история, может быть, вами завершена, а на смену приходит совершенно другая. Больше искренности, больше верности, карта любви, карта взаимодействия, карта добрых партнерских отношений, когда люди понимают друг друга без слов. Для вас будут важны люди не просто надежные, а с которыми можно молчать и понимать друг друга, как будто не произнося ни слова, которых людей вы сможете чувствовать душой, своим сердцем, и которые будут чувствовать вас, мои дорогие. Это проходят еще и те отношения, когда вы готовы брать ответственность за этого человека, и человек готов брать ответственность за вас. Вот такие партнерские отношения для вас важны, и они могут быть, и может быть пересмотр какой-то, как я уже сказала. Какая-то история любви может быть новая. Мои дорогие рыбы и рыбки, правда. Вы можете встретить такого человека. Кто-то может встретить, пойдя на курсы, например. И потому что у вас какой-то общий интерес. Ведь здесь не просто любовь или страсть, мои дорогие. Ни разу не про страсть. Это дружба, которая переходит в какую-то новую субстанцию, необъяснимую словами. Что, чего опасаться? Четверка воздуха или четверка мечей. Вот обратите внимание, как нам так самонадеянно изображена девушка. Ангела нет, не изображен он на карте. Стул с крыльями, трон, как на котором она сидит. Или трон это ее вымышленный. Это карта ошибки. Мы в самом начале говорили, признайте ошибки, идите дальше. И это карта, когда мы не должны увеличивать дистанцию конфликта. Когда мы признаем, что мы были в чем-то неправы. Может быть, и есть какие-то, если через отношения, возможно, рабочие. Это не значит, что мы должны, там рассыпаться в любезностях или 1000 каких-то извинений приносить. Но, может быть, есть случаи, ситуация, когда мы можем озвучить, да, вот в этом пункте я был неправ или я была неправа. То есть как бы мы это признаем, идем дальше. Мы себя не нивелируем, мы себя не унижаем, но в то же время мы открываем возможность к диалогу. Для вас это будет важно. Не соблазниться настаивать на своем или расширять дистанцию, повторюсь,
конфликта. Здесь какая-то конфронтация, вот она вам будет категорически мешать. И поэтому этого даже следует опасаться, нам говорит карта. С другой стороны, не драматизируй, об этом тоже нам говорит эта карта. И поэтому какие-то новые, совершенно революционные решения проходят по этой карте, но это должно быть согласовано с какой-то внешней ситуацией и просчетом материальным. 3 важных события. 7 кубков – это карта, такой прокрастинации, прострации, то, что нереально. Девушка, это сон нам показывает. И сны бывают разные. Или она себя видит в белом платье, или драконы ей снятся, или какие-то сокровища. Это лишь сон, реальность другая. И у нас, мои дорогие, первая карта нам о реальности. Быть большим материалистом, правда, важно. Не строить перед собой иллюзии. Если мы говорим 3 важных события, может быть, будут люди, может быть, будут и ситуации, которые выглядят, ох, как привлекательно, или маняще, так вот нам хочется расслабиться где-то, словно во сне, и не думать о каком-то материализме, кстати. А нужно вернуться на нашу землю и посмотреть объективно или на дело, или на отношения, или на обстановку. Чем дело кончится? По части наших иллюзий. Будьте реалистом. Рыцарь жезлов, обратите внимание, открыты двери или закрыты. В этой карте нет дверей. Это нам снится. А здесь у нас как будто врата либо старинного храма, либо какой-то крепости. И все открыто. Вылетают из этих врат птицы. И птицы – это информация, прообраз, символ. Так вот, мы можем слышать очень много разных новостей. И наш рыцарь, посмотрите, обстановка такая, как выжженная степь, нет ничего живого. Так и с другой стороны, такая мрачновато-безликая. Но наш рыцарь жезлов двигается вперед. Он готов к неожиданностям, чем дело кончится. Будьте готовы к неожиданностям. Мы уже об этом с вами говорили. И жезлы ведь это решимость. Это где-то смелость идти вперед. Смелость идти в одиночку. Смелость осваивать какой-то новый проект. Смелость развивать свои таланты. Смелость признать, что да, я в чем-то ошибался, нежели быть в каких-то иллюзиях. И опять же, быть самим собой честным. Вот это для вас в принципе важно. И есть какое-то дело, которое для вас имеет значение и которое лично вы должны продолжать. Повторюсь, рыцарь идет в одиночку и готов к неожиданностям. И это лучше, чем какой-то сон. Тогда больше возможностей. Для кого-то из вас, если мы говорим, чем дело кончится, для кого-то какая-то поездка, переезд, перемещение или приезд человека к вам. Может быть еще и ситуация, когда от вас потребуется быстро, буквально собраться, подпоясаться и куда-то поехать, согласовывать какие-либо документы или конкретно переезжать, перемещаться в течение сентября. Будьте готовы. Чем сердце успокоится? Вы будете в центре внимания. На вас будут обращать это внимание. По тройке жезлов это карта уверенности, карта якоря и наших горизонтов новых. Мы расширяем наш кругозор и наши горизонты. Новые возможности. И где-то тройка жезлов пересекается с тройкой Земли. То, что я говорила. Правда, выход из каких-то иллюзий, быть готовым к любой реальности и новые возможности не замедлят себя ждать. Как будто они уже есть, их важно увидеть. Но вот смотрите, второе событие, 4 кубков, нам показан человек, я надеюсь, это видно. Дверь открыта, как будто проем дверной, он темный, то есть дверь открыта в какую-то тоже темноту. И нам человек показан, он так с гримасой на лице, он недоволен. Да, он ничего не делает, но в том месте, где он находится, явно его это не радует. Его также и не радует, и, может быть, та информация, которую он слышит, видит, и нам говорят, это замкнутое пространство, какая-то изоляция. Вот для вас нельзя быть в изоляции, в замкнутом пространстве. Посмотрите, какая темно-мрачная карта, может быть, поэтому рыцарь наш жезлов возвращает к реальности и говорит, будь готов к неожиданностям, но
и к разной информации где-то тоже. Это не значит, что ты это должен всему верить или все буквально воспринимать, или кому-то что-то доказывать, свою точку зрения. Ты просто должен идти вперед. Вот такая задача. Какой-то свой путь, свою миссию, мои дорогие рыбы и рыбки, вы должны совершить. Но и не сидеть в бездеятельности. Нам показан человек буквально с какими-то вредными привычками. И, по сути дела, для него пейзаж не меняется. Ваша задача самим что-то изменить. Или выйти, допустим, я могу предположить кубки. Для тех, кто один или одна. Выйти судьбе навстречу. Прекратить какое-то одиночество. Не думать, что вот я вот буду вот в такой комнате сидеть, и меня судьба найдет. Кого ж тут судьба найдет? Как же тут судьба узнает? И если вы действительно хотите прекратить, сольный вариант. Вам нужно продумать, каким образом я могу познакомиться, может быть, начать путешествовать, пусть даже не так далеко, в места те, которые расположены близкие, более близко, точнее, к тому месту, где вы проживаете, или наполнить радостью свою жизнь, чем-то вдохновиться, начать изучать что-то новое, но точно не сидеть в замкнутом пространстве. Вот для кого-то это задача номер один. Жизнь будет играть совершенно другими красками, если мы видим ее с другими, как будто с другого ракурса, с другими возможностями. Чем дело кончится? Карты спешат. Хорошо, чем же дело кончится? А вот такая четверка кубков может поменяться на четверку жезлов. Двери закрыты. Вот эта дверь, пусть она и открытая, но она открыта для этого человека. А мы можем изменить на вот такую карту. Праздник после победы. Дверь закрыта, но все, кто нужен, они вместе. У них праздник. Да, снаружи холод, вьюга, снег. Но они закрыли дверь, они сохраняют тепло собственной семьи, ну, собственного общения, тех, кто дорог, тепло собственного дома. И для вас вот такой праздник. Вот четверки две, но совершенно разные. Для вас качество жизни задача изменить. Мои дорогие рыбы, рыбки, не побоюсь этого слова, этой фразы. Поэтому будьте внимательны. Мы ведь можем ничего не делать, и тогда ничего не будет меняться. Есть те люди, на которых вы можете положиться, опереться. И даже если прежняя история какая-то была со знаком минус, значит, ее нужно завершить и действительно выйти судьбе навстречу. Я вижу, какая-то личная жизнь должна у вас состояться, мои дорогие, или должна быть продолжена. Для тех, кто в паре, прекрасная как раз карта. Может быть, среди ваших близких есть какие-то вот между вами вопросы, когда были ссоры, или когда вы, ну, хотели настоять на своем, вы видите по-разному какое-то направление. Но ведь мы не должны переделывать людей под свой шаблон. А от умения договориться как раз и зависит какая-то история. Поэтому будьте внимательны. Но в основном для тех, кто в паре, как раз продолжение следует прекрасное. Праздник какой-то. Чем же сердце успокаивается, но мне нечего добавить. Хоть для тех, кто один, хоть для тех, кто в паре, кто с кубков, наполненность. По сути дела, это карта возрождения, новых возможностей. И когда, знаете, вот радость такая от души, конкретная, когда мы счастливы, когда у нас все под контролем, опять же, материализм, и когда на душе у нас полный порядок и покой, вот вместо вот этого мрака. Вот так можно изменить свою жизнь. По крайней мере, мои дорогие рыбы и рыбки, нам это транслируют карты. Давайте третью откроем. Король Пентаклей. Конкретно, может быть, есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или там асцендент. Но могут быть, как и дружба, конечно, могут быть взаимодействия, сотрудничество, но также часто король или королева Пентаклей говорит о наших близких, о наших партнерах по браку. Кроме этого, король Пентаклей, опять же, Пентакли, он большой материалист и одновременно консерватор. И есть те периоды, когда консерватизм ему очень помогает. Ему помогает, потому что в сложный период жизни у него есть на что опереться.
И буквально, когда у кого денег нет, у него деньги есть. У него всегда есть деньги. И нам, кстати, двери, если мы говорим, тут не просто дверь, а дверь в сейф. О, и, кстати, посмотрите, девятка пентаклей на обороте колоды. И значит, эта карта благополучия, это карта самодостаточности. Для вас действительно в сентябре решения финансовых вопросов будут в приоритете. И здесь как и новые заработки или какой-то новый труд, взаимодействия, какие-то соглашения, но так и то, что вам приносит деньги сейчас. Вот я смотрю, могут быть какие-то неожиданности для вас, поэтому будьте внимательны. Вам придется действительно какой-то делать очень важный выбор, причем однозначный какой-то выбор. Подбирать, может быть, ключи к людям нужным, и я это тоже могу допустить, чтобы избрать или убрать какую-то конфликтную ситуацию. От вас очень много зависит, потому что вот уже далеко не пойду, но восьмерка кубков, вот врата открыты, и часто по этой карте это, как знаете, мы ищем выход из сложного положения, и мы его находим. Точно. И король пентаклей дверь в сейф открывает. Это его сейф. Вы можете как-то изменить кардинально свою финансовую историю. Или это может быть для тех, кто в паре, может быть, как ваш партнер по браку, у которого тоже что-то меняется. То есть посредством людей меняется и ваша история тоже. Какие-то ваши возможности, может быть, появляются. Здесь у каждого немножко будет по-разному. Но материализм, он присутствует, это точно в сентябре. Поэтому внимательным быть стоит. Чем дело кончится? И по рыцарю мечей, если вот посмотрите, рыцарь жезлов, мы говорили, быть готовым к неожиданностям. А здесь у нас врата закрыты, причем такие, врата. И нам могучий кентавр пытается открыть, пробить буквально эту дверь. А карта говорит, подожди, ты ведь не знаешь, понравится ли тебе то, что ты увидишь потом. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Не прикладывайте усилия в том направлении, куда не нужно идти. Или то, что как неизвестность. Неизвестность я имею в виду не сродни подсказок вашей интуиции в плане вашего творчества или направлений вашей деятельности. Но есть определенный момент, когда вы что-то делать должны более осознанно. Не с помощью грубой силы, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот это чем дело кончится. Мы можем пробить эту брешь. А нужно ли? Вот такой вопрос себе задавать определенно стоит. Чем же сердце успокоится? Быть очень рациональным, как вот этот король пентаклей. И, может быть, вам придется принимать очень важное решение. Пятерка кубков нам говорит о том, что девушка, которая изображена на втором этаже, дверь, если мы говорим, дверь горит, а окно открыто. И если мы поставим задачу выбраться из этого помещения, из этого дома, очевидно, нужно прыгать. Но она кричит, зовет на помощь. Она ждет, что кто-то придет. Вот нам карта ожидания уже выпала. А вокруг никого. Нам показывают как раз время, что сумерки, мрачно, ни одного человека в округе. А огонь подбирается уже к окну. И поэтому может быть какая-то нерешительность. Вам придется какой-то делать мало что важный выбор, но правильно еще оценить обстановку. Может быть, сделать некоторый, как квантовый скачок в будущее. Согласиться, может быть, свои таланты раскрыть. Ведь у нас деньги, какая-то ситуация, которая может быть продолжена по части, видимо, работы. Или, может быть, это вопросы касаются вашей семьи. Для кого-то из вас не настаивать на той, может быть, обстановке или не пытаться вот эту брешь пробивать в том направлении, когда вы еще не знаете, не видите, что вас ждет, словно вот за этими вратами. В этой карте мы видим уже, по крайней мере, мы можем оценить какой-то риск. Это тоже будет для вас, видимо, важно. Но если мы спросили, сердце успокоится, нет, тут не успокоится. Почему? Потому что как и быть готовым к неожиданностям в течение сентября, так и сохранять самого себя и благополучие. И, может быть, действовать совершенно не так, как вы действовали прежде. Прыжок как будто нужно делать.
И может быть где-то неуверенность, может быть и страшно, но быть готовым к неожиданностям определенно стоит, потому что нерешительность для нас может быть, ну, совсем не полезна. Вот такие карты вам выпали, ведь прекрасная период месяц сентября, но и много что тут вот может радовать, но может быть либо обстановка, когда нужно держать руку на пульсе, а может быть и люди. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.